Ой, друзья, привет! Вот такой вот X98 Mini на Amlogic S905W2 процессоре. Это достаточно новый процессор с поддержкой кодека AV1. И все это упаковано в вот такую вот коробку со светящимся глобусом, который я не приветствую, вот эти вот елки новогодние. Ну, в принципе, с обзором на канале Технозон, да еще и до $50 данный ТВ-бокс. Так что поехали. Ребят, смотрите, мы на Алиэкспрессе. На цену не обращайте внимания, потому что цену актуальную нужно смотреть по ссылочке в описании под видео для вашей страны конкретно. Потому что такое бывает, что для каждой страны цена даже разная. Но стоит он на момент съемки, это порядка $40, и мы получаем здесь Amlogic S905W2. Получаем Android 11. Есть две версии, 2 на 16, либо 30, либо 4 на 32. 100 мегабитный LAN, теперь 5 гигагерцовый Wi-Fi, мы уже сказали, HDR10 плюс поддержка, Mali G31. Слушайте, ну прям заявляются. Даже показали систему охлаждения. Мы сразу, говорю, разберем в конце, я вам покажу один интересный момент в этом ТВ-боксе, именно как они сделали эту систему охлаждения, хотя, в принципе, это неплохо сделано. Слушайте, ну все, больше тут смотреть нечего. Ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под видео. А наша с вами задача именно понять, что за эти деньги мы получаем, ну, такой себе ТВ-бокс с двумя USB 2.0, которых, в принципе, хватает для проигрывания того же самого там 70-гигового фильма. Мы обязательно потестируем. Есть разъем для TF-карт, есть разъем HDMI, есть у нас AV и ER для удлинителя и инфракрасного порта, есть AV-выход для старых телеков, Ethernet 100 мегабитный, но нет SPDIF. Что могу сразу сказать? AV1 поддерживает, 4К 60 FPS фильмы тягает. В YouTube мы сначала, конечно же, столкнулись с проблемой. Мы думали, что он не тягает 4К 60 FPS и не тягает AV1. Оказалось, что ПО здесь в край плохое предустановленное. YouTube, который здесь есть, его надо сразу сносить, переустанавливать клиент на более-менее нормальный. И тут вот упирается все в то, что здесь еще нет автофреймрейта. И с учетом того, что здесь нет root прав, то это такой себе момент. Но мне уже шепнули, что вроде бы как есть Android TV прошивка на данный ТВ-бокс, что будет в принципе неплохо, потому что цена действительно низкая на текущий момент. И для IPTV, IPTV 4K он тягает, это будет вполне нормально. И даже он некоторые раздачи тягает через TorServe, но все подробности там вот в обзоре. В комплекте у нас рассматривать особо нечего. У нас есть вот такой вот самый дешевый пульт, непонятный, я обычно на такие не смотрю. Есть HDMI кабель, тоже очень дешевый, и есть вот такой вот блок питания 5 вольт 2 ампера, да, 2 ампера, не больше. Поэтому мы сейчас с вами подписываемся, нажимаем колокольчик, потому что вы пропустите розыгрыш PlayStation 5 на момент съемки этого видео. А также вы пропустите дальнейшие наши самые интересные обзоры. Ну и переходим уже, обозреваем всю коробочку, потом разбираем и делаем выводы. Поехали. Ох, и интерфейс, ребята, мама родная, давно я такого не видел, но в принципе это симпатично в определенном роде. Если бы можно было эти плитки еще менять, было бы вообще суперово. Но ничего интересного здесь нет, никакой дополнительной инфы. Внизу 3 кнопки, вверху набор программ, которые решили сами производители. И совсем-совсем вверху вот мы можем увидеть у нас Bluetooth, USB, отображение индикации и Wi-Fi. Начнем мы именно с меню, потому что я хочу увидеть, что же это за модель. Ой, сколько тут всего. Защитите, укажите название. Ничего этого не работает. Так, сети интернет 5 ГГц мы подключили. Тут как бы пока что вопросов нет. Давайте в настройках мы увидим, что это X98 Mini. Версия OS Android TV. Видели, как они под Android TV закосили? 11. Исправление системы безопасности Android TV, опять же, 5 мая 2021. Ладно, в настройках экрана, разрешение экрана у нас есть поддержка от 480p до 4К 2К 5994, 60 Гц. Объясню, почему здесь дроби, потому что здесь нет автофреймрейта ни в каком виде, поэтому дроби будут очень даже существенным подспорьем. Есть у нас выбор адаптивного HDR либо постоянного. Все, кстати, работает достаточно шустро. Вот реально вот интерфейс отрабатывает нормально.
Есть у нас, в принципе, зумирование экрана для избежания оверскана. Есть у нас HDMI ЦИК, который работает только на включение-выключение, больше ничего нет. В расширенных настройках разрешить игровой режим, который здесь абсолютно никому не нужен. И в расширенных настройках звука мы можем выбрать вот так вот, только автоматически использовать форматы или не использовать. Но здесь у нас тоже ждет некоторый сюрприз. Хранилище 30, это версия 32 гиговая, подключен еще жесткий диск, и больше ничего здесь нет. Вот так вот, вот такое вот у нас куцое меню, как я это называю. Так же, как у куцое меню, мы имеем куцую информацию в AIDA 64. Это Droid Logic X98 Mini, плата AP201. Кстати, это плохо, знаете почему? Он не идентифицируется этим AFRD для того, чтобы поднять здесь автофреймрейт. Да, в принципе, тут и root прав нет. 4/32, версия Bluetooth 4+. Давайте, центральный процессор это Cortex A35, это M-Logic S905W2. Это энергоэффективный процессор, но при этом 4 ядра по 1.8 сопоставим где-то вот с 905X2. За отображение отвечает у нас Mali G31, все тот же. Сеть для столь бюджетного ТВ-бокса имеет хороший коннект, но мы фактические показатели увидим чуть позже. Android 11, хотя здесь написано устройство с root доступом. Ну, срет оно доступом. Нету здесь никаких root прав. Сейчас тоже проверим. Температура. Есть доступ к температуре, но опять же нас ждет определенный сюрприз. Так, кодеки AV1. Есть у нас поддержка AV1, AV1 так называемый. А насчет температуры я вам объясню, какой сюрприз. Дело в том, что в системе вырезана вообще возможность отображения приложений поверх экрана. Если мы попробуем с вами вывести значок с температурой, то мы получим примерно вот такую вот фигню. Функция недоступна. Эта функция отключена, поскольку она замедляет работу телефона. Вот так вот за нас решили, надо нам чего-то поверх окон или не надо. Все, поверх других приложений вообще в системе вырезано такое понятие, как отображение поверх других приложений. Поэтому будем ловить температуру где-то в AIDA, где-то как-то чего-то делать, не знаю. Сейчас посмотрим еще в спецразрешениях, может быть здесь не тронули. Так, специальный доступ поверх других приложений. Ну давай, CPU монитор. О, а ну-ка, разрешено. Сейчас посмотрим, может быть и заведем. А ну давай, CPU монитор. Тоже все через одно место сделано, конечно. О, заработало. 73 градуса в простое, ребят. 75 в простое. Мы ничего еще не делали. 73, 75, вот она лежит, ничего с ней никто не делает, чтобы потом на меня не наговаривали. Сразу же, не отходя от кассы, идем и делаем тротлинг-тест. Потому что сама по себе температурка говорит, что уже в данной приставке чего-то не то. Давайте стартанем. 75 градусов. Многовато. Стартанули и вернемся буквально через 15 минут. А знаете, тест заканчивается, я ожидал как-то худшего результата, но я вот ошибся, наверное. В процессе тротлинг-теста 72-73, я думаю, что можно попробовать дернуть, он, конечно, график подпортит. Но у нас частоты не падали, он не тротлинг, и максимальная температура была, он не тротлил, максимальная температура была 75 градусов. То есть под конец мы, конечно, получили с вами из-за того, что дернули мышкой. Максимальная производительность 34-116 GIPS. Ну, блин, ребят, это, конечно, ниже, чем в M-Logic X2, X3, 4 серия, но я вам скажу, для контента вполне может хватить. Давайте дальше смотреть, что же нам еще предложит такой момент. Смотрите, для всех любителей автофреймрейта я скажу сразу, AFRD здесь не заведется. Во-первых, это приложение поддерживается только на устройствах базе процессора M-Logic, в то время как ваш процессор AP201. Сильно видоизменено ядро в Android 11, еще ни на одном, даже с root правами, не завелось. По поводу root прав, давайте сразу вам покажу. Давайте проверим с вами root права. И девайс не рутован. Тоже вопрос такой себе интересный. Хотя я думаю, что существуют такие прошивки для именно с рутом. И даже мне там уже говорили, что вроде бы как есть Android TV. Но пока вижу, что вижу.
Конечно же, я заинтересовался Cortex A35 и запустил тест Antutu, который показал 75 190 баллов, что немного ниже, чем я рассчитывал. Как бы была надежда на то, что он будет более-менее работать, хотя этого, в принципе, тоже, опять же, повторюсь, достаточно для проигрывания какого-то контента. Конечно же, игровую производительность мы оценивать не будем, TV-Box абсолютно не для игр, сильно большие сомнения в W2 процессоре, как в игровой какой-то платформе, но тест 3D Mark мы, конечно же, проведем, чтобы знать, на каком вообще он небе. Самое интересное, в Ice Storm Extreme он нагрелся до 76 градусов и показал в Ice Storm Extreme 5008 баллов, что в принципе на уровне 905X и 905X2 стартового уровня процессоров. То есть на старте продаж 905X2 показывали тоже такие баллы. Давайте в Ice Storm Unlimited. И Ice Storm Unlimited показывает 8651 балл, что в принципе ниже, чем у того же 905X2 процессора. Но он есть как есть. Играть на нем я абсолютно не советую. Он ни по температуре не пройдет, ни по каким-то другим параметрам своим игровым. Будет в основном все тормозить. Особенно, я знаю, некоторые берут такие приставки, и потом, как вы там играть, как на этом играть в танки. Абсолютно не советую. Есть у нас опция Miracast. Ну, не знаю, стоит ее проверять или нет. Он нашел Android DA. Ой, слушайте, неужели еще и Miracast работает? Ну, вообще будет прикольно. Давайте примем. Да ладно, слушайте, даже на такой букашке работает Miracast. Ну, нормально. Это не Chrome, сразу говорю. Видите, трансляция с выключенным экраном поддерживается. Скрывать личные объекты. Давайте личные объекты не будем показывать. Слушайте, работает. Работает. Ладно, прерываем трансляцию. Так что скринкаст и Miracast у нас работает. Спид-тест. Проверяем, конечно же, сетевые возможности данного TV-бокса. Стартанули 5 ГГц, аж интересно стало. Мы получаем 180. Ну, смотрите, когда результаты меньше 200, так конкретно меньше 200, то есть разогналось, у нас очень мощный роутер, это Xiaomi AX6000 на 10 гигабитном интернете стоит с выделенным на него 2,5 гигабита. То есть, когда вот такая вот ситуация происходит, я не могу гарантировать, что у вас будет так же. То есть, ну, где-то 150-120 на среднестатистическом роутере, это будет железно. Давайте переключимся на 2.4. Стартуем 2.4, пока что готовим манечкой кабель сетевой. В 2.4 диапазоне он показывает тоже неплохие результаты, это выше среднего, сразу говорю, то есть выше среднего это выше 30, даже выше 40, вот это чуть-чуть выше среднего. Средний для ТВ-боксов это там 30, 35, 30-40, у нас выше 40-47, но вы видите, какая ситуация у нас на отдачу, так то же самое, да, то же самое на отдачу. Я думал, что будет как-то хуже, не, нормально. И проверяем LAN RJ45 обязательно, это у нас сетевой кабель, здесь обыкновенная сотка и даже заморачиваться не будем. Смотрите, пробуем. Здесь 94, 95 на 94, 95, это нормальная ситуация для вот такого вот типа устройств. Ну и в данном случае мы уже переходим к оценке мультимедийных возможностей. Начнем с YouTube, раз уж мы на нем стоим. Потом с вами тестируем звуковые возможности в плане проброса звука 5.1 Dolby Digital и DTS, хотя бы в какой-то базовой конфигурации. Давайте переходим на наш канал 4K Geoplace, где мы тестируем с помощью этих роликов. Мы их сами снимаем, это очень крутые ролики, и мы тестируем с помощью этих роликов. Так, пробуем Япония 8К, диагностическое окно. Да, AV1 подхватила, все, подхватила AV1. Сейчас посмотрим, что получится. А вот AV1 мы декодируем 4К 60 FPS. Но AV1 приставка поддерживает. Все нормально. Теперь возможности проброса звука. Пробуем через Kodi со включенными всеми пробросами звука. По крайней мере, Kodi показывает, что есть Dolby и DTS. Сейчас попробуем. Но мы можем пробовать сразу Dolby Digital Plus. Я смотрю на свой ресивер. Он показывает Dolby Digital Plus, и вы это видите, все есть вроде бы как. Dolby True HD у нас идет как простой Dolby Digital. Ой, DTS любимый. А вот DTS нету. DTS нет.
Я вам мало с того скажу. Я когда тестировал его на DTS HD Hi-Res, ну сейчас он проигрывает, но DTS все равно ни в каком виде нет. Он у нас перезагружался один раз. Мы ловили один раз перезагруз, это факт. То есть здесь есть только DTS и... здесь есть только Dolby Digital плюс, ну Dolby, просто Dolby Digital. В пробросе DTS здесь нет. Следующее, что мы тестируем, это проигрывание жесткого диска очень тяжелых каких-то фильмов, таких конкретных. И заодно мы должны с вами еще протестировать на доступ к записи этих самых жестких дисков, потому что многие закачивают какие-то раздачи на жесткий диск, подключенный к вашему ТВ-боксу. Такое тоже бывает. Температурка так-сяк более-менее держится, кстати. У меня есть закачанный огромный фильм. А вот, кстати, проверяем Tokyo 4K HDR с AV1 кодеком через стандартную галерею. Тянет он или нет, меня просят это проверять, но он не тянет. И те, кто рассказывает, что такие ТВ-боксы тянут, скажите, через какой плеер, я обязательно проверю. Ничего он не хочет в МКВ с AV1 работать. Давайте, Gemini Man, это MP4, такой себе огромный фильм. 4К 60 FPS, он его начал проигрывать, проигрывает он его с Dolby Digital, проброс есть, и тут как бы вопросов нет. При таком проигрывании на старте мы видим температуру 76 градусов, которая колеблется 76-75, поэтому тут как бы особо переживать не надо, работает. Учитывая его цену, в принципе, вот, допустим, для IPTV я взял бы там на кухню, кинул бы куда-нибудь и работал бы этот IPTV или на даче со старым телевизором. 77 градусов подрастает, ну ладно, пускай проигрывается, потом вернемся. Слушайте, а работает-то 78-80 градусов, но при этом работает, никаких вопросов у меня нет. Сейчас будем пробовать IPTV, 4К IPTV, мне важно, чтобы он декодировал, потом попробуем через TorSF что-нибудь и уже будем заканчивать. Свое впечатление я уже о нем сложил, я вам уже его сказал, в принципе, но выводов советую дождаться. Пробуем 4К IPTV, прям аж интересно стало. Да ладно, декодирует. NASA TV 4К, Premiere Ultra TV 4К. BTV Relax, слушайте, для IPTV, я вам скажу, очень даже неплохая штука. Работает-то. Действительно работает. Смотрите, как переключается быстренько. Налево, давайте еще, налево, еще. Давайте, налево, сейчас направо пойдем. Еще направо. Да ну, работает. Работает, и как бы у меня вопросов нет. Программу, которую я тестирую, вы видите. Давайте сейчас с вами попробуем через TorServe и что-то погонять, конечно, но плохо, что нет root прав, очень плохо. То есть нам придется делать администратором TorServe, но в принципе данную коробку можно взять как сервер. Сейчас посмотрим, что мы там максимально можем с помощью самой коробки сделать. Но знаете, что получается? Что мы можем поднять здесь сервак и раздавать, например, на разные устройства, вот допустим на стике. На стике это будет тоже идеально. Давайте установим сервер. Самый последний сервер на момент съемки видео используем. В настройках обязательно мы должны с вами включить сервис специальных возможностей, дабы не выгружало сей TorServe. И идем с вами в приложение, ну, например, там какой-нибудь Кинотренд. Ну, не какой-нибудь, а одно из моих любимых приложений. Так, новинки отслеживаю, смотрю. Ну, обычно я это все дело закачиваю на NAS сервер и там уже чего-то делаю. Отсортируем обязательно с вами 4К HDR. Обязательно, только в максимальном качестве. Ну, давайте Ultra HD вот, и WebDL в 4К. Поставим что-то побольше. Вот ледяной драйв, там 100% есть что-то, нечто большое. Давайте. 12 гигов. Нет, хочу побольше. Давайте круиз по джунглям посмотрим. 54 гига. Ну, стартанем, посмотрим. Еще и помотать надо будет. Вроде бы все норм стартует. И скорость набрало, смотрите как. Ну что, порадуй нас, порадуй. Пошло проигрывать, хороший знак. Вот жалко автофреймрейта нет. Жалко нет автофреймрейта, но есть дробные в переключениях. 81 градус на TorServe. Такое, знаете, я бы все-таки модифицировал. Хотя, в принципе, за его деньги. Слушайте, проигрывать-то начало. А давайте попробуем мотануть и посмотрим, что из этого выйдет. Куда-нибудь туда нам на серединку. Он должен, в принципе, сейчас упасть в буфер, тормознуть, а потом пробуферить и продолжить. Ну давай.
ребят, я вам показываю это все без монтажа. Алексей, не монтируй, пожалуйста, ничего сейчас. То есть я буду перематывать дальше. При достаточном количестве раздающих он спокойненько мотает. Здесь, правда, темные сцены. Опять проигрывает. Испания, там, 1556 год. Еще перемотаем. Но большое количество раздающих надо, да. Так, смотрим. Стартануло. Поэтому у меня как бы вопросов нет. 54 гига фильм он спокойненько потянул. Сотку не уверен. Допустим, тот же самый Аватар. Я просто не уверен, что он сотку вытянет. Но 54 это подтвержденный факт. Давайте еще какой-нибудь попробуем. Ну, вот космический джем должен быть. Здесь вот 46,4. Но правда 13 раздающих. Сейчас попробуем. Может быть и зайдет. Может быть и зайдет. Так, оно через DHT сеть подтянуло еще раздающих. Смотрим. Скорость достаточно, поэтому проиграть должно. Давай, догоняй. Сейчас посмотрим, проигрываем. Будем уже выходить, его разбирать и обязательно потом резюмировать. Температурка немножко поднапрягает в торсерве больше 80 градусов в пике. Ну, слушайте, опять играет. Он сейчас тормознуло. Посмотрим. Раздающих мало. Здесь однозначно мало раздающих, это 100%. Потому что на конце было, ну, можем 15-гиговые проиграть. На конце было всего лишь 4 раздающих, здесь 8. Ну, здесь скорость больше и торрент меньше. Давайте. Смотрим. Ну, все, пошло. Давайте перемотаю сразу. Давайте, раз, ждем. Работает. Все, выходим, резюмируем. У меня, в принципе, по данному ТВ-боксу есть определенные вопросы, и уже сложилось впечатление. Так, бокс здесь, отвертки здесь. Давайте разбираться, как его взламывать. Он в пломбе. Смотрите, какая тут фишка у нас. Видите, как-то так оно подорвано. Может, туда и начнем? Сейчас посмотрим. Ну, в общем-то, здесь винтов нет. Поэтому здесь только тупо все на защелках. Да, все. Оу, смотрите, как охлаждение сделали. Сразу говорю, здесь термоскотч, через термоскотч на пластину. Это неплохое решение, но почему вниз? Почему это вниз, а не вверх? То есть он греет сам себя и горячий воздух там же и оставляет. Ну что это за бред? Нормальная задумка. Ну как так можно было? Это же, блин, китайцы. Что мы имеем? SW, ну попробую приблизить поближе, будет видно. S905W2. Теперь сетевой модуль AM7256. Это у нас чего такое-то? Охренеть, антенны как сделали, видели? Я такое первый раз вижу. Красавцы, вот в этом плане красавцы. Так, чипы памяти засними, так чтобы было видно тоже. Ребята, можете их идентифицировать и написать. Плохо вижу, могу сразу сказать. Можете идентифицировать и написать мне под видео. Видите, как они пишут ревизию? 4 плюс 32 плюс 72 56. Это сетевой модуль. ZP210905. Так, выход HDMI покажи. Полностью показываем. Сейчас мы ее разберем, снимем, посмотрим, что у нас снизу. Ну, насчет охлаждения сделали неплохо. Я не думаю, что она... Хотя чип получается горячий. Вот эта жвачка, она, конечно, это не для таких моментов. Так, здесь винта нет вообще. Как такового. Так, попробуем снять. Здесь за антенки удобно дергать. О, так, сняли. Сверху у нас вот эта вот подсветка. Отключается подсветка просто. Достаточно вытащить проводочек. Вот этот вот. И подсветки не будет. И все. То есть я пока не трогаю, пускай будет в стоке. На этой стороне у нас есть хранилище eMMC. Тоже ни хрена не видно. Такое ощущение, что тоже из бэушек сделано. Кто-то видит? У нас есть какое-нибудь увеличительное стекло? Давай сюда. Блин, настолько затерта маркировка, что она очень и очень плохо читаемая. Это бэушные чипы. Это бэушные чипы. Вот это... Так, смотрим на чипы. Мы специально все приблизили. И специально маркировку попробуйте прочитать. Пробуем прочитать. Но это, блин, нечитаемо вообще. По крайней мере, я не могу прочитать. Вот так вот хорошо видно чипы памяти. Ну, покажи. А может приближение еще сделать. Во, ребят, читаем.
Читаем, то же самое сейчас сделаем с вот этой штукой. Блин, все равно не читаемый. Ну, есть как есть. Показали все, что в нем есть. Можем собирать уже, в принципе, и делать какие-то выводы. Переходим. А по выводам скажу, что если я найду на нее Android TV прошивку или ее сделают, и плюс, учитывая ее цену, то это, ну, в принципе, неплохой вариант для второстепенного ТВ-бокса. Cortex A35, конечно, да, это энергоэффективный процессор, он немножечко слабее, допустим, чем тот же 905X2, но со всеми поставленными задачами он справился. Я не скажу, что это топ, я не скажу, что это мега-вау ТВ-бокс, и вы от меня этого не дождетесь, но то, что за свои деньги он выполняет, допустим, роль мультимедийного какого-то устройства, конечно же, без сертификации, без нормального пульта, под него пульт нужно будет докупать, это факт. Выбирать вам, решать вам, мы показали как есть. А если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон, пока.